Привет, Арми. В студии что-то было не так. Никто ничего не говорил, никто не замечал, но Чингук заметил. Сначала это был лишь взгляд. Тэхён сидел там, слишком тихо, слишком неподвижно, пытаясь вести себя как обычно. Но его глаза, они говорили что-то другое. Чингук продолжал смотреть, и чем дольше он смотрел, тем больнее становилось. Потому что в тот момент он осознал правду, которой не был готов. С Тэхёном было что-то не так. И то, что Чингук сделал дальше, никто не ожидал. Воздух в студии становился все тяжелее с каждой секундой, словно что-то невидимое давило на все вокруг. Тишину нарушал тихий гул оборудования, но он ничуть не скрывал напряжения, незаметно охватившего комнату. Тэхён сидел, слегка сгорбившись, его присутствие было необычно незначительным по сравнению с тем, как он обычно себя вел. С первого взгляда это было неочевидно для тех, кто не присматривался. Но Чингук никогда не был просто кем-то. Находясь на другом конце комнаты, Чингук не отрывал от себя ни на секунду. Его руки двигались инстинктивно, регулируя элементы управления, делая вид, что он занят, но внимание постоянно возвращалось. Что-то тревожило в том, как Тэхён избегал зрительного контакта, в том, как его пальцы крепко сжимали рукава, словно он пытался сдержать себя. Каждое малейшее движение ощущалось как тихий сигнал, что-то, что легко пропустить, но невозможно игнорировать, если увидишь. Время тянулось в неловкой тишине. Остальные продолжали жить как обычно, не замечая, или, может быть, предпочитая не замечать. Но Чингук чувствовал, как это нарастает по крупицам, словно сознание, формирующееся слишком медленно и в то же время внезапно. Тэхён был не просто уставшим. Это был не просто плохой день. Было что-то более глубокое, что-то, что он слишком старался скрыть. Едва заметное изменение позы снова привлекло внимание Чингука. Голова Тэхёна слегка опустилась, его дыхание стало неровным на секунду дольше, чем нужно. Это было едва заметно, почти ничего. Но для Чингука это было все. Потому что именно в тот момент сомнение превратилось в уверенность. Тихий страх, которому он не хотел давать название, тяжело осел в груди. Он попытался отвести взгляд, убедить себя, что слишком много думает, но вместо этого грудь сжалась, мысли отказались подчиняться. Внезапно комната показалась слишком маленькой, слишком душной, словно стены сжимались вокруг чего-то хрупкого, что вот-вот разобьется. И хуже всего было осознание того, что Тэхён сидит прямо здесь, делая вид, что он еще не развалился на части. Движения Чингука замедлились, а затем полностью остановились. Элементы управления перед ним расплылись, поскольку его разум сосредоточился только на одном. Каждая секунда, прошедшая без действия, казалась неправильной. Каждая секунда казалось, что он позволяет чему-то важному скользнуть все дальше от него. Тэхён снова пошевелился, едва заметно, но на этот раз за этим стояла тяжесть. Его самообладание пошатнулось ровно настолько, чтобы обнажить скрытое напряжение. Не настолько сильно, чтобы вся комната отреагировала, но достаточно, чтобы Чингук почувствовал резкую боль в груди. Именно тогда все внутри Чингука наконец сдалось. Расстояние между ними внезапно стало невыносимым. Не просто физическое расстояние, а нечто более глубокое, нечто эмоциональное, что тихо росло, не признавая этого ни один из них. И теперь это было прямо перед ними, невозможно игнорировать, требуя, чтобы с этим столкнулись. Чингук замер на мгновение, разрываясь между колебанием и нетерпением. Страх ошибиться боролся со страхом ничего не делать. Но в глубине души он уже знал, что причинит больше боли. Тэхёну было нехорошо. И если он сейчас уйдет, если он сделает вид, что не видит этого, то он станет частью той тишины, которая медленно разрушает его. Чингук сделал шаг вперед, затем еще один. Тяжесть в груди нарастала с каждым движением. Шум студии отступил на задний план, уступив место звуку его собственного сердцебиения, громкому и неровному. Все вокруг расплылось, оставив лишь один четкий фокус – Тэхён. На мгновение Тэхён поднял глаза. Их взгляды встретились, и в эту единственную секунду все невысказанное вышло наружу. Не было нужды в словах, не было нужды в объяснениях.
Правда уже была здесь, грубая и открытая. И именно тогда Чингук понял нечто еще более болезненное. Тэхён не хотел, чтобы его видели таким. Но он уже был таким. Хрупкий барьер, который он построил вокруг себя, исчез, сменившись тишиной, которая казалась громче всего остального в комнате. И Чингук почувствовал это, каждую частичку этого, словно это передалось прямо ему в грудь. Он подошел ближе. Достаточно близко, чтобы увидеть напряжение выражения лица Тэхёна. То, как он держался, сохраняя достаточно сил, чтобы не развалиться окончательно. Достаточно близко, чтобы понять, как долго это продолжалось. Возможно, не незаметно, просто невысказанным. Тяжесть этой мысли давила на него. Потому что это означало, что Тэхён нес это бремя в одиночку гораздо дольше, чем следовало, и Чингук был рядом все это время. Чувство вины ударило тихо, но глубоко. Комната оставалась неизменным. И все же все ощущалось по-другому. Чингук остановился всего в нескольких шагах. Напряжение между действием и колебанием вернулось, но лишь на долю секунды. Потому что некоторые моменты не дают второго шанса. И это был один из них. Расстояние сократилось, не драматично, не громко, но так, что это значило все. И в этом тихом, хрупком пространстве между ними что-то наконец изменилось. Изменение было почти незаметным, словно сам воздух изменил направление. Тэхён не отошел, и это само по себе говорило больше, чем что-либо еще. Для человека, который так крепко держал все в себе, даже малейший знак несопротивления имел вес. Его плечи, все еще напряженные, словно замерли в этом напряжении, как будто он оказался между продолжением действия и тем, чтобы наконец позволить ему сорваться. Тишина снова растянулась, но на этот раз она не была пустой. Она была хрупкой, наполненной чем-то, что вот-вот разобьется. Чингук теперь стоял достаточно близко, чтобы заметить детали, которые раньше не позволял себе видеть. Легкий румянец вокруг глаз Тэхёна, едва заметное дрожание в его дыхании, то, как сжималась его челюсть, словно он каждую секунду с чем-то боролся. Ничего из этого не было громким. Ничего из этого не было драматичным. Но вместе это рисовало правду, которую невозможно было игнорировать. И чем больше Чингук видел, тем тяжелее становилось. Потому что это не произошло внезапно. Это нарастало тихо, медленно, мучительно. Осознание проникало все глубже, пронизывая каждую мысль, каждое воспоминание, которое вдруг начало обретать смысл. Далекие моменты, тихий смех, то, как Тэхён был там, но не полностью присутствовал. Теперь все это соединилось, образуя нечто, что Чингук хотел бы понять раньше. Прошла еще 1 секунда. Потом еще 1. Пальцы Тэхёна слегка дернулись в рукаве, словно рефлекс, который он больше не мог контролировать. Это было такое незначительное движение, но оно несло в себе тяжесть попытки не потерять контроль, попытки сохранить спокойствие в месте, где срыв казался недопустимым. Чингук снова почувствовал, как что-то сжалось в груди. Не паника. Не растерянность. Что-то хуже – беспомощность. Потому что впервые заметить было недостаточно. Понять было недостаточно. И, стоя здесь и видя все это так ясно, он сделал это мучительно очевидным. Тэхён наконец снова опустил взгляд, словно этот короткий момент зрительного контакта отнял у него больше сил, чем он мог выдержать. Хрупкая связь между ними вспыхнула, грозясь исчезнуть так же быстро, как и появилась. И тут Чингук понял еще кое-что. Если он позволит этому моменту пройти мимо, Тэхён снова спрячется, снова будет притворяться, снова будет нести все в одиночку. Эта мысль ударила сильнее всего остального. Потому что теперь дело было не только в том, что чувствовал Тэхён. Речь шла о том, что произойдет, если никто это не остановит. Тишина вокруг них становилась все более резкой, почти невыносимой. Отдаленные звуки студии казались оторванными от реальности, словно принадлежали совершенно другому миру. В этом пространстве были только они двое, стоящие в чем-то невысказанном, но всепоглощающем. Спокойствие Тэхёна снова слегка пошатнулось.
Его плечи на долю секунды опустились, словно тяжесть, которую он держал, выскользнула из его хватки. Это произошло быстро, почти незаметно. Но Чингук это увидел. И на этот раз все изменилось. Потому что это была не просто усталость. Это был человек, достигший предела. Предела, которого никто другой не заметил. Предела, который никто другой не смог остановить. Колебания Чингука полностью исчезли. Страх переступить черту больше не имел значения. Неуверенность в том, что делать, что говорить, что произойдет дальше, все это рассеялось под одной простой истиной. Бездействие больше не было вариантом. Он подошел ближе, сократив оставшееся расстояние между ними. Не торопясь, не насильно, но с тихой уверенностью, которой раньше не было. Тэхён не отстранился. Вместо этого наступила пауза, долгая, тяжелая пауза, словно сам мир остановился, чтобы увидеть, что произойдет дальше. Чингук теперь чувствовал это яснее, чем когда-либо хрупкое состояние Тэхёна. То, как все держалось на чем-то, что уже начинало рушиться. Это не могло продолжаться долго. И, возможно, так и должно было быть. Прошла еще 1 секунда. Затем дыхание Тэхёна снова изменилось, стало слегка неровным, слегка прерывистым. И на этот раз он не пытался так сильно это скрыть. В тот момент все внутри Чингука замерло. Потому что это была уже не просто трещина. Это было начало чего-то разрушающегося. Осознание глубоко проникло, превратившись в нечто, что нельзя было игнорировать или отменить. Тэхён не просто боролся, он был на самом краю. И теперь Чингук был единственным, кто достаточно близко это видел, единственным, кто мог выбрать, что произойдет дальше. Тишина замерла. В этот застывший момент все зависело от того, что сделает Чингук. Время словно замедлилось, да? Почти невыносимое ползание, каждая секунда растягивалась под тяжестью того, что вот-вот должно было произойти. Чингук не двигался сразу, не потому, что не хотел, а потому, что понимал, почти инстинктивно, что этот момент хрупок. Одно неверное движение, 1 секунда задержки, и Тэхён снова отступит, восстанавливая эти стены по кусочкам, пока ничто не сможет его достать. И все же, бездействие было бы хуже. Дыхание Тэхёна стало немного более неровным, ритм уже не был достаточно ровным, чтобы его игнорировать. Его плечи поднимались и опускались тяжелее, словно каждый вдох давался с усилием. Тихая сила, за которую он держался, ускользала, понемногу, прямо у него на глазах. И все же комната оставалась в неведении. Все остальное продолжалось, как будто ничего не происходило. Но здесь, прямо здесь, все рушилось. Чингук теперь чувствовал это в полной мере. Не просто беспокойство, не просто страх, а тихое, всепоглощающее осознание того, что Тэхён слишком долго носил что-то в себе в одиночку и привык к тому, что никто этого не замечает. Эта мысль засела слишком глубоко. Потому что это означало, что это не просто момент слабости. Это была закономерность. Тишина, которая повторялась снова и снова. И каким-то образом на этот раз Чингук наконец услышал это. Пальцы Тэхёна снова сжались, теперь уже более заметно. Ткань его рукава помялась под давлением, его хватка уже не была такой контролируемой, как раньше. Для других это было незаметно, но не для Чингука. Больше нет. Еще один вдох. Поверхностный. Неустойчивый. Затем пауза. Нарушение ритма, которое длилось чуть дольше, чем нужно. Вот и все. Вот в тот момент все стало неоспоримым. Чингук шагнул вперед, не задумываясь, последние колебания исчезли. Пространство между ними сократилось так, словно это было неизбежно, словно к этому все вело с самого начала. Вблизи не осталось и следа сомнений. Больше никаких вопросов. Самообладание Тэхёна не просто трескалось. Оно рушилось. Все признаки были налицо, скрыть их на таком расстоянии было невозможно. Напряжение на его лице, то, как он держался, словно пытаясь сохранить контроль, тихая борьба в его глазах,
все это вырвалось наружу, обнаженное и беззащитное. И на долю секунды Тэхён снова поднял взгляд. И их взгляды встретились. На этот раз не было места для притворства. Не было расстояния, чтобы смягчить правду. Все, что было скрыто, было здесь, обнаженное так, как слова никогда не смогут полностью объяснить. И в тот единственный миг что-то внутри Тэхёна сдалось. Не громко, не драматично, но достаточно. Достаточно, чтобы Чингук увидел это. Достаточно, чтобы понять, что той силы, которая все это удерживала, больше недостаточно. Изменение произошло мгновенно, небольшое, но необратимое. Плечи Тэхёна слегка опустились, напряжение спадало не столько как облегчение, сколько как капитуляция. Его взгляд не задержался надолго. На этот раз он дрогнул, ускользнув, словно даже эта короткая связь оказалась слишком сильной. Но он не исчез полностью. Потому что впервые он не успел это скрыть. И это изменило все. Чингук почувствовал, как резко сжалась его грудь, тяжесть момента давила сильнее, чем прежде. Потому что теперь дело было не просто в том, чтобы заметить или понять. Теперь он увидел это полностью ясно. Назад пути к незнанию не было. Нельзя было притворяться, что это нереально. Тэхён больше не держался. Он скользил прямо здесь, прямо перед собой. Шум студии затихал еще сильнее, словно сам мир отступал, освобождая место для разворачивающихся событий. Каждая деталь становилась все четче. Каждая секунда ощущалась сильнее предыдущей. Чингук чувствовал этот переломный момент. Тот самый момент, когда все могло либо полностью рухнуть, либо, наконец, быть прервано. И каким-то образом, не произнеся ни слова, Тэхён сделал выбор. Он не отступил. Он не восстановил дистанцию. Он не возвел стены. Вместо этого он остался. Едва-едва, но достаточно. И это все, что нужно было понять Чингуку. Потому что оставаться так означало, что с ним что-то не так. Но это также означало, что он больше не хотел быть один. Осознание поразило его сильнее всего, оно стало чем-то устойчивым, чем-то определенным. Это был не просто момент, чтобы наблюдать. Это был момент, чтобы действовать. Больше никакого ожидания. Больше никаких колебаний. Чингук приблизился ровно настолько, чтобы сократить оставшееся небольшое расстояние. Достаточно, чтобы Тэхён это почувствовал. Не давление. Не силу. А присутствие. Что-то настоящее. Что-то устойчивое. Что-то, что не исчезнет. И в этой тихой, хрупкой близости контроль Тэхёна немного ослабел. Не настолько, чтобы кто-то другой это заметил, но достаточно, чтобы Чингук это почувствовал. Сдвиг. Тяжесть. Правда. И впервые за, казалось, целую вечность. Тэхён больше не пытался это скрывать. Не завершено теле. Не от него. Тишина между ними углублялась, но она больше не казалась пустой. Она казалась наполненной. Тяжелой. Честной. Словно что-то давно похороненное наконец вырвалось на поверхность. И прямо там, посреди этого тихого распада, все изменилось. Потому что теперь Чингук больше не просто наблюдал. Теперь